Всем привет! В данном видео мы хотели бы поделиться опытом по созданию зубчатых колес. Это может быть полезно тем, у кого в софте нет модуля по созданию шестеренок. Ведь, как гласит старая русская поговорка, скетч и экструд все перетрут. Также наш метод может быть полезен тем командам, которые сейчас по каким-либо причинам не могут приобрести зубчатое колесо в магазинах, или им нужны какие-нибудь уникальные или необычные виды. Известно, что если шестеренка имеет достаточно большое количество зубьев, то эвольвенту можно заменить радиусом. Этот метод мы используем. В файле Excel вводим количество зубьев и получаем размеры для построения формы зуба. Открываем любую программу для моделирования. Начинаем строить зубчатое колесо. Я же сейчас открываю Creo. Сначала строим цилиндр. Выбираю плоскость и строю в ней эскиз. Окружность, диаметр которой равен диаметру вершин зубьев. Задаем необходимую толщину. И вот уже наш цилиндр готов. Создаем второй эскиз на этой же плоскости. Здесь строим 3 окружности. Диаметр впадин, диаметр вершин и окружность, часть которой будет заменять эвольвенту. Вводим радиус впадин, радиус окружности, заменяющей эвольвенту, и, соответственно, ее координаты относительно центра зубчатого колеса. Теперь убираем все лишнее. И левую часть нашего эскиза отражаем относительно вертикальной оси. Выбираем параметр вытягивания через весь объект. Затем добавляем скругление у основания зуба. Группируем 2 наших последних действия. Создаем радиальный массив по количеству зубьев. Осталось лишь добавить необходимые элементы для крепления на разные валы. И все. Изготавливаем зубчатые колеса 3D-печатью, используем PLA пластик. Такие колеса мы используем в шасси, подъемниках, лебедках, захватах и прочее. Например, вот это вот.